Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о народных приметах на 20 мая. Поговорим о том, что нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь беду в свою жизнь и в свой дом, что обязательно нужно сделать в этот день, какой народный праздник отмечали наши предки. И все это, друзья, далее более подробно. Итак, 20 мая, друзья, церковь чествует День памяти Акакия Каппадокиянина. Аркадий родился в Каппадокии и был сыном христианского священника. При императоре Максимиане святой исповедовал свою веру и был подвергнут гонениям. Со временем был взят под стражу и подвергся жестоким пыткам, а позже и вовсе был отправлен в город под Византией вместе с остальными христианами, мучениками, которые содержались под стражей. А мощи святого Аркадия были перевезены в храме под Константинополем, построенным в его честь. Немного позже, к 630 году, мощи было принято перевести и увековечить в Италии. А вот 20 мая в народном календаре отмечали все дружно праздник Купальница. По-другому называли Купавница или Купальщица. Название Купавница пошло в честь названия цветка, который расцветал в этот прекрасный день. А ранее в народе день называли всегда только Купальщицей. И согласно обычаям, купали лошадей и поили их солнечной водой. Считалось, что именно такой ритуал придает им сил и защищает от нечистой силы. Поэтому утром традиционно выставляли на улице ведра с водой, чтобы они наполнились солнечной энергией. Конечно же, название купальницы имеет и немного другую историю. Согласно народным традициям, именно сегодня должны были искупать своих любимых лошадей. Купали их как в стойлах, так и у рек с озерами. После помывки нужно было обильно напоить свой скот теплой и солнечной водой. Люди верили, что именно такой обряд придаст здоровье и сил их питомцам. Поутру наполняли водой все емкости во дворе, дабы они максимально пропитывались и наполнялись солнечной силой и энергией. Данной солнечной водой обливали и мыли не только своих жеребцов. Люди дружно обливали и друг друга на улицах, в садах и у своих домов. Считалось, что лучшей энергии, чем энергия солнца, не найти и вовсе. Целебная сила могла, а также оберегала от сглаза людей и оздоравливала на целый год. Поэтому такой обряд старались не пропускать сегодня. На улице уже все больше теплело, а люди все меньше переживали за свою посадку рассады. Природа безумно радовала своим цветением, запахом и видом, завораживала своей красотой и, конечно же, давала нашим предкам понимание того, что делать и чем заниматься в ближайшее время. Сев определяли по разным народным приметам, которые все знали от А до Я. Как только слышали первые звуки и неизмеримые старания кукушки на дереве, то это говорило о том, что значит пришла пора высаживать лен. Про будущий урожай того же самого льна люди узнавали по относительно быстрому цветению цветов в саду. Появление цветов на бузине призывало к сажанию капусты. А когда же цветение было запоздалым и цветы раскрывались куда позже, то осень по традиции должна была быть затяжной, но с большим урожаем вкусных и ароматных грибов. Море грибов нам обещало и отсутствие дождя в эту ночь, а к вечеру, увидев первую звезду, можно было в этом убедиться на все 100%. Цветение рябины у простого народа ассоциировалось с посадкой на огородах огурцов, помидор, а вот морковь с петрушкой и маком садили, например, после того, как зацветала лещина. Огурцы, кукурузу и тыкву старались садить по запаху калины. По размеру листвы и определяли то время, когда можно было сажать картошку. Так, например, пока у всего дерева не будет листва больше размеров монет, никто даже и не брался за посадку такого овоща.
А вот сегодняшний ливень мог предвещать то, что летом будет прекрасный урожай малины и калины. Да, сентябрь ожидался безумно теплым месяцем. Ясное звездное небо к вечеру означало отсутствие дождя и сулило богатому урожаю различных ягод. Урожай круп и прочих злаков был отличный, когда ночью был небольшой заморозок и поутру виднелся иней на зеленой траве. Перед посадкой чего-либо старайтесь обратить внимание на новолуние. Вы знаете, если сегодня как раз тот день, то посадку наши предки переносили на день или два вперед. Такая народная примета была неспроста. Люди, которые не обращали на это внимания, очень жалели, так как черви с большим аппетитом ели посаженные ими семена. Согласно народных поверий, сегодня нужно подальше держаться от мелких, но острых предметов. Поэтому не берите ничего подобного в руки и старайтесь избегать контакта с подобного рода предметами, так как злые силы сегодня могут шалить и проворачивать разные шалости. Старались сегодня также не ремонтировать ничего и не брать что-либо, какие-либо орудия труда в руки. Избегали физического труда по возможности, старались отдохнуть и перевести дух. Если занимались чем-то, то максимум помогали женщинам и детям с посадкой. 20 мая стояло избегать и нецензурной лексики. В старые времена говорили, что это притягивало негатив и отрицательную энергию, от которой не так-то легко и в дальнейшем избавиться. Сегодня старались не ссориться и не задираться друг к другу. Ругань, как и нецензурная речь, тоже несла в себе негатив и злость, поэтому и плохо воспринималась окружающими людьми. Гораздо положительнее было сегодня помогать, поощрять и говорить комплименты. Даже если была и ситуация тупиковая, а в ней не видно было никакого разрешения, то стоило только сказать что-то приятное человеку, так как сразу все пламя и весь негатив сходил на нет. Поэтому попробуйте, это действительно работает. Сегодня не употребляли наши предки спиртные напитки, за редким исключением и то немного. Связывали спиртное как раз с руганью и конфликтами. По рассказам, если сегодня выпить с кем-либо, то и ссоры, и скандалов не избежать. Алкоголь мог так одурманить мозг, что люди были не в себе и делали странные, непривычные для себя вещи. А конфликт мог затянуться на долгое время, поэтому отдайте сегодня предпочтение безалкогольным напиткам, соку или вкусному фрешу. Совместите приятное с полезным и удовлетворите свои вкусовые рецепторы именно так. А именины 20 мая отмечают люди со следующими именами: Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Сидор, Степан и Стефан. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что в этот день нельзя заниматься трудом физическим и что-либо ремонтировать. В этот день, вы знаете, существовала очень важная традиция. И считалось, что именно в этот день, 20 мая, это самый лучший урожай получится именно от чужих семян. И особенно, если они краденые. Поэтому именно 20 мая наши предки ходили друг к другу в гости и незаметно брали небольшое количество семян. Сон в ночь на 20 мая может быть вещим. Он указывает на грядущие сложности и препятствия, а также на пути их решения. Кроме того, такой сон может указать на главные проблемы в любовной сфере человека. А рожденные в этот день обладают достаточно сильным характером и пытаются добиться максимум от своих возможностей. Своему занятию они отдают все физические и душевные силы. Обычно не хранят свои чувства и переживания внутри, что позволяет им постоянно пребывать в легком и радостном настроении. Однако они рискуют открыть свои тайны тем людям, которые им открывать точно не следует. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 20 мая 2022 года. Друзья, по лунному календарю нас ждет сегодня 19 и 20 лунные дни. Убывающая луна в знаке зодиака Водолей.
Считается, что этот день несет в себе, к сожалению, тяжелую, напряженную и опасную энергетику. Она просто витает в воздухе. Непростой, достаточно тяжелый будет этот день. Он будет способствовать напряжению всех человеческих сил, что связано с колоссальной энергией, которая спускается в этот день из космоса. Это означает, что человек в этот день сам творит свою судьбу. И только от его поступков и мыслей будет зависеть то, в каком направлении будет протекать его дальнейшая жизнь. Избыточная энергия этого дня обостряет чувствительность, и человек становится уязвимым. В результате он может поддаться чужому влиянию со стороны, от которого потом будет вам очень трудно освободиться. Помимо этого, вы легко можете оказаться и сами манипулятором других людей в этот день. Все это может привести к иллюзиям, самообману и неправильному выбору пути. Но будьте готовы к тому, что даже самые лучшие друзья и проверенные временем партнеры могут сегодня предать и предложить идеи, которые в скором времени обернутся против вас. Так что проверяйте любую информацию, которая становится доступной вам в этот день. Не доверяйте никому и ничему. И если позволяют сегодня обстоятельства, лучше провести день дома и никуда не выходить. В этот день хорошо очищать все материальное и духовное. Совесть, мысли, тело и свой дом. Желательно, чтобы в этот день в доме весь день горела свеча. Посидите у костра, камина, при свечах. Также, кстати, полезно покаяться в неправедных мыслях и поступках, избавиться от чужого влияния и смирить свою гордыню. Что же касательно стрижки волос в этот день, то лучше постарайтесь расквитаться со старыми делами, особенно с долгами. В этот день лучше держать деньги ближе к себе, иначе вы рискуете их потерять и не тратьте их на себя. Также постарайтесь отказаться от процедур и услуг парикмахера на сегодня. Результаты все равно вас не обрадуют. Ваша карма не обрадуется потере даже небольшой длины волос и может сыграть с вами злую шутку. Массаж головы или косметические процедуры не будут вредны или полезны. Вы можете сделать их просто так для себя. Что же касательно окраски волос, то окрасьте волосы натуральными красителями. Это привлечет к вам деловых партнеров. Сегодня необходимо, обращаем ваше внимание, расчесывать волосы через каждые 2 часа. Также сегодня остерегайтесь людей, которые находятся под воздействием сильнодействующих препаратов, потому что они могут нанести вам как моральный, так и физический вред. Вот такой, друзья, у нас с вами день 20 мая 2022 года. Ну а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии, друзья. Ну а мы с вами прощаемся и услышимся уже в следующем видео.